Друзья, всем привет! Сегодня буду делать массаж с упором на икроножную мышцу и боковую поверхность бедра. Часто в массаже бывает тяжело проработать боковую поверхность бедра, но все знают такую волшебную позу у клиента. Я часто прошу ногу так согнуть, голову в ту сторону, в которой согнута нога. И иногда, если бывает клиенту неудобно лежать, может быть подвинуться немножко на вот эту часть кушетки, вот сюда, влево получается. Да, влево двигаемся, бывает тоже неудобно, и тогда можно перевернуться чуть-чуть на левый бок. Ну, если неудобно, смотри, как тебе. Так удобно, да? Вот именно, чтобы голова была туда повернута, в ту сторону, где согнута нога. Тоже есть некоторые моменты, нюансы, что делим напополам боковую поверхность бедра и ту часть, которая нижняя, идет к коленному суставу, мы ее прорабатываем более деликатно, не так сильно, как ту часть, которая идет уже выше. Здесь обычно скапливаются жировые отложения, большое их количество бывает, если у клиента повышенный вес. И эту зону можно прям хорошо, долго прорабатывать. А одной этой зоне можно уделить около, если она достаточно крупная, минут 10 можно даже уделить. И ягодицу тоже здесь удобно в этой позе прорабатывать. Обычно я эту проработку делаю костяшками, ну какие-то такие отвлекающие легкие движения, чтобы клиенту дать отдохнуть основанием ладони. Это могут быть какие-то быстрые движения, разогревающие, поверхностные, которые используются на начальном этапе антицеллюлитного массажа. И потом уже, когда немного, такие вот движения. Это поверхностные, разогревающие. Еще они несут некий лимфодренажный эффект, хороший достаточно, потому что здесь есть вибрация. Вибрация, она всегда дает хорошее лимфодренажное действие. Не выжимание, а именно вибрация, компрессия и перекаты. Вот 3 лимфодренажных движения. И потом после достаточно поверхностного такого разогрева мы можем приступить к глубоким движениям. Если они не чувствительны, клиент уже адаптирован к антицеллюлитным техникам. Обычно я одно и то же движение повторяю очень много раз, на одном и том же месте, до 8 раз. И оно может быть достаточно медленным, так как я работаю с большим количеством масла, работаю костяшками. Сила движений как раз будет более четко, лучше ощущаться, когда я буду делать по большому количеству масла и с большим повторением по одной и той же зоне. Вот такие есть нюансы. Ножку ровно. Чувствительно? Да. Даже сжимаешься. Буду слабее тогда чуть-чуть делать. Ну, конечно, я всегда реагирую на то, что это клиенту больно, не пытаясь его заставить терпеть, а уменьшаю силу воздействия или перехожу на другую зону. Вот про икроножную мышцу я в начале видео сказала, что ее тоже можно костяшками проработать, также и основанием ладони. Актуально для тех, кто много бегает, готовится к марафонам. Вот. Сейчас у нас это очень так актуально, модно. И для тех, кто такой неподвижный образ жизни ведет, очень много сидит или стоит,
что ведет к застою оттока лимфы и венозной крови от конечностей. Вот, конечно, это самые такие неприятные моменты, когда долго стоишь на одном месте или сидишь. Нагрузка на вены, она увеличивается в несколько десятков раз. Но при ходьбе этого не происходит. Вот такие движения тоже на икроножной мышце. Я ее поднимаю. Движения достаточно легкие. Нету сильного нажима. Такие разогревающие поверхностные движения. И можно остановиться на одном месте, тоже посмещать мышцу в сторону. Обратите внимание, что это делаю не кончиком пальца, да, а вот именно вот этой частью, что дает ощущение такого объема, безболезненности, но и в том числе сразу глубокой проработки такой. Такие расслабляющие движения. Тебе не больно? Нет. Ну, вот достаточно знать несколько движений, чтобы был навык уже расслабить икроножную мышцу и сделать антицеллюлитный массаж. Переходите на мой сайт курсы массажа Ольги Бугановой, приобретайте онлайн-обучение. И да, онлайн-обучению, по онлайн-урокам можно научиться хорошо делать массаж. Онлайн-обучение и даже очное обучение, оно дает лишь основы, которые вы должны повторять и отрабатывать. И лишь практика делает вас настоящим мастером своего дела. Все, друзья, всем до встречи. Пока.